Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим текущую ситуацию и что ожидается на предстоящей неделе в части движения по ключевым активам. Начнем с нефти. По нефти здесь не до конца, с моей точки зрения, выработан ресурс падения. В принципе, вот по недельному таймфрейму, если смотреть, то ситуация возникает следующая. Мы закрылись в районе 39,6. Сильный уровень 39,62, но плюс-минус несколько копеек. Поэтому здесь, я думаю, наиболее вероятный сценарий: либо мы в понедельник, вторник увидим закрепление выше 39,62, перелом вот этого падающего тренда, который отсюда образовался. И, соответственно, в этой ситуации мы вполне можем увидеть отскок. И цель движения будет в районе 42,55, где проходит еще один сильный уровень у нефти Brent. По неделькам и по дневному таймфрейму здесь нарисовались разворотные формации, и ближайшая цель движения у разворотной формации находится в районе 35,5. Далее, если происходит пробой диапазона 34-35,5, то в этой ситуации мы увидим движение нефти вниз, и цель этого движения сначала составит $33 за баррель, но конечная цель будет находиться в районе $28. На текущий момент я не жду такого резкого движения. Я даже больше бы сказал, что если в понедельник, вторник будет позитивная ситуация по нефти, то мы вполне можем сломать вот этот возникший негативный тренд, консолидироваться и попытаться отскочить и закрепиться ключевой уровень 42,55. Если в течение этой недели мы приходим и начинаем торговаться на 42,55, то высока вероятность того, что в дальнейшем, в ближайшие 1-2-3 недели, мы увидим по нефти, по крайней мере, попытку движения в район 44,5. Вот. Но ситуация, как вы видите, достаточно негативная по нефти. Это связано с тем, что не отступает коронавирус. А поскольку коронавирус не отступает, здесь нет никаких шансов на увеличение добычи нефти и рост спроса на нефть, соответственно. Поэтому, конечно, среднесрочная перспектива, она в большей степени указывает на то, что пойдет просадка. Единственное, что эту просадку может предотвратить, это позитивная реакция на победу Байдена. Вот. Но опять же, для того, чтобы экономика Соединенных Штатов процветала, не нужна дорогая нефть. Нефть нужна в диапазоне $37-41 по Бренту. Вот, поэтому вполне может сложиться ситуация таким образом, что мы увидим в течение этой недели снижение на 35,5 и отскок уже от значения 35,5-34. Вот этот сценарий по снижению не сработает, если понедельник, вторник мы удерживаем уровень 39,62. В этой ситуации наиболее вероятно последует попытка роста на уровень 42,55. Это ситуация, которая касается нефти Brent. Так, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, месячный таймфрейм. Что здесь примечательно? Для того, чтобы началось уверенное укрепление рубля, по-хорошему надо бы отработать 82. А лучше даже 82,5, и в случае отбоя, не закрепления в районе 82,5, отсюда вполне начинается движение по укреплению рубля, цель которого будет лежать на месячном таймфрейме в районе 74,4 при благоприятных обстоятельствах. А вообще она, скорее всего, не дойдет более чем 77,3. Это ключевые уровни, которые вполне могут удержать рубль, и рубль какое-то время будет торговаться на этих значениях. Однако, как мы с вами видели, намечается негатив по нефти, и, соответственно, негативное движение цен на нефть, оно вполне может в среднесрочной перспективе двинуть рубль в район 82-82,5. Помимо этого, все-таки я склоняюсь к той идее, что долгосрочный прогноз, то есть на полгода-год, по рублю может быть достаточно негативный. Это связано со снижением торгового баланса, дефицита бюджета и вполне привычным образом действия для власти девальвации рубля и таким образом закрытие бюджетных и иных дыр.
Если мы рассматриваем дневной таймфрейм USD Tomorrow, то здесь у нас получается нарисовалась разворотная формация на укрепление доллара. И цель этой разворотной формации, первая цель, это закрепиться 78.81. Обращаю внимание, что закрытие недели и закрытие пятницы было на 77.4, но на Форексе был задерг на 78. По крайней мере, на те котировки, которые видел я. Вот. Здесь в целом вполне сохраняется движение на укрепление доллара. И я думаю, что если нефть дальше поплывет вниз, мы можем увидеть, что движение будет формироваться, и прицел этого движения будет сначала 81, и потом попытка потестировать хай 82. В каком случае на предстоящей неделе мы не увидим такого хода? Мы не увидим такого хода в том случае, если при откате вниз и укреплении рубля будет пробито 75,8. 75,8 здесь выступает ключевым уровнем, и в случае пробития 75,8 наиболее вероятно, что разовьется укрепление рубля. Первая цель будет 75,1 и потом движение в район 74,4. Вот. Вполне может возникнуть такая ситуация, что в начале недели, даже если нефть откроется нейтрально или будет немножко проседать, возможно движение по рублю, по укреплению рубля на 76,4. В любом случае, если 75,8 не пробивается, скорее всего это движение будет откуплено и пойдет рост доллара против рубля. Вот этот сценарий, который, как мне видится, на ближайшее время, на ближайшую неделю связан с укреплением доллара против рубля, он будет аннулирован, если пойдет движение вниз и возникнет пробой 75,8. Так, друзья, давайте посмотрим евро-доллар, месячный таймфрейм. На что хотел здесь обратить внимание. Вот смотрите, здесь сейчас на текущий момент времени, как ни крути, но по месячному таймфрейму идет динамика вниз на ослабление евро. Это подтверждают данные по СОТ FTSE, которые в пятницу вышли. Вот. Но там эти данные указывают на то, что несмотря на негативную динамику, на выход из евро, остается достаточно высокая вероятность того, что будет повторный задерг евро вверх и попытка закрепиться выше уровня 1,23. Пока под вопросом такое движение. По месячному таймфрейму мы еще не вышли из штопора. И вот здесь произошел переломный момент. Был пробит очень существенный уровень по евро-доллару. И после этого вот сейчас идет консолидация, которая пытается разрулить эту ситуацию и не привести к тому, чтобы евро свалился и начал движение на 1.13 и потом ниже. Итак, по месячному таймфрейму пока неопределенность. Нельзя сказать, что возникший вот здесь разворот, он был сломлен и евро продолжит свой рост против доллара. Так, ну вот недельный таймфрейм, если берем, на недельном таймфрейме более позитивная ситуация, и она указывает на то, что весьма вероятно, что отсюда разовьется движение, цель которого будет тестирование и пробой вот этого хая 1,2011. Вот в случае пробоя и закрепления выше этого значения, весьма вероятно мы увидим движение на 1.23, даже на 1.25. В каком случае этого движения не произойдет? Его не произойдет, если в результате возникшего корректирующего отката мы пробиваем вот эту новую обозначенную нижнюю границу 1,16, 1,1620. Вот этот диапазончик здесь. Обращаю внимание, что цели движения в зависимости от таймфрейма могут немножко отличаться. Так, ну вот дневной таймфрейм. Здесь у нас идет движение на рост вверх. И, соответственно, в ближайшее время весьма вероятно будет пробито 1,19. Вот как только в понедельник возникает пробой 1,19 и закрепление выше этого значения, весьма вероятно, что мы увидим продолжение движения и тестирование 1.2011. Таким образом, по дневному таймфрейму, скорее всего, рост, который шел, он продолжится. Вопрос только в преодолении вот этого барьера 1,19. Так, часовой таймфрейм указывает на то, что
вероятно, произойдет разворот и откат. Но, обращаю внимание, таких ситуаций уже вот с начала роста здесь было, ну, раз, два, и это третье. Какой критерий того, что в данном случае этот процесс произойдет, и мы действительно увидим существенный откат евро с целью движения первой 1,16 и потом уход вот сюда на эти лои? Это будет в том случае, если вот эта разворотная формация в понедельник сработает, и мы увидим движение, которое пробьет значение 1,1784. Вот пробой этого значения приведет к тому, что пойдет корректирующее движение вниз, которое уже, по крайней мере, на текущий момент сломает вот этот рост, который здесь пошел вот где-то с этого значения. Так, друзья, ну давайте еще золото посмотрим напоследок. Что здесь примечательно? По золоту, как ни крути, идет движение наверх. Критерий возрождения вот этого тренда, который здесь был, это пробой и закрепление 1,1961-1962. Мы уже на это значение сходили, и в том случае, если будет повторный задерг консолидации и закрепления над этим значением, мы вполне в ближайшее время, ну там неделя, может быть месяц, можем увидеть переписывание вот этого хая 2090. В каком случае вот этого волшебного движения наверх не произойдет? Его не произойдет в том случае, если в результате корректирующего отката будет пробит сильный уровень по золоту, который находится в диапазоне 1905. Ну, тут диапазон 1905-1907. Если пробивается вот этот диапазон на объеме, то вот эта вот разворотная кракозябра, она не срабатывает, и мы увидим по золоту просадку с целью движения. Первое будет 1882. Текущая формация указывает, что все-таки более вероятно, что этот рост по золоту он продолжится. На дневочке здесь попытка разворота, но скорее всего вот эта попытка разворота, она наиболее вероятно максимум приведет к корректирующему откату не более чем 1931. Вообще как бы здесь все условия указывают на то, что золото вероятно, ну если даже не сходит на 2083 сейчас, то по крайней мере вот здесь в диапазоне 1961-1966 какое-то время побудет, потолкается. Так, ну вот еще 4-часовой таймфрейм. Здесь кто-то может разглядеть бриллиант, вот такой немножко искаженный. Но в любом случае, даже если предположить, что здесь скрывается бриллиант, то этот бриллиант, он чреват только откатом на 1931. Пока в целом по золоту ситуация позитивная, и скорее всего мы увидим рост. Единственное, только вот напрягает вот здесь события, которые происходили. То есть вот эти события, если вот этой свечи в таком виде не было, то я бы, наверное, однозначно бы сказал, что с вероятностью 90% золото, ну, не экспоненциально, но тихим сапом будет двигаться наверх. То есть вот то, что здесь произошло, оно вполне вероятно может привести к повторному тестированию не только 1931, но и 1905. И вот если 1905 будет пробито, тогда золото, скорее всего, свалится и пойдет вниз. Текущая формация на всех более или менее крупных таймфреймах указывает на то, что по золоту наиболее вероятно, ну, либо консолидация в диапазоне 1951-1966 на предстоящей неделе, или в случае пробития 1966 может быть дальнейший рост. Куда ведет этот рост, пока сказать не могу. Все, друзья, спасибо за внимание.